Сегодня у этих людей есть многомиллионные армии поклонников и немыслимые гонорары, но их путь к успеху был не так прост, как это может показаться на первый взгляд. В этой подборке мы расскажем об известных личностях, которые преодолели череду трудностей и добились успеха. В 16 лет Ян Кум, создатель мессенджера WhatsApp, приехал вместе с матерью из Украины в США. Денег часто не хватало. Одно время выживать приходилось на государственные пособия. Парень подрабатывал уборщиком в магазине, а программирование изучал самостоятельно. Жизнь Яна изменилась, когда его взяли в компанию Yahoo. Проработав там 9 лет, он попытался устроиться в Facebook, но получил отказ. Тогда Ян разработал приложение, способное заменить SMS, но поначалу его никто не хотел скачивать. Ситуацию спасла функция всплывающих сообщений в айфоне. Когда она появилась, WhatsApp вмиг обрел популярность, принеся создателю огромные деньги. Позже, по иронии судьбы, Facebook купил мессенджер за рекордные $19 миллиардов. Сеитиро Хонда родился в семье бедного деревенского кузнеца. Мальчик начал работать с ранних лет и закончил всего 8 классов. Механику-самоучки отказали в приеме на работу инженером в Toyota, ведь у него не было образования. Тогда парень стал сам делать мотоциклы, которые покупали соседи. За 5 лет Сеитиро сумел обойти 250 конкурентов и стал лучшим. Сегодня компания Honda производит не только мотоциклы, но и входит в 5 крупнейших автогигантов. Формула успеха Сеитиро Хонды проста: 99 поражений дают 1 победу. Детство английской писательницы Джоан Роулинг было сложным. Писать фэнтези-истории девочка начала в юности. Первую рукопись Гарри Поттера женщина создавала 5 лет, будучи разведенной и безработной, с маленькой дочерью на руках. Семья выживала на социальное пособие. 12 изданий отвергли книгу. В 1997 году роман все же напечатали, и он начал набирать популярность. После экранизации Гарри Поттера пришел оглушительный успех. В течение нескольких лет Джоан Роулинг стала первым писателем-миллиардером. Удивительно, но когда-то Уолта Диснея уволили из газеты за недостаток воображения и отсутствие оригинальных идей, а образ Микки Мауса отвергли, потому что мышонок на экране мог напугать женщин. Первая студия анимации Диснея обанкротилась. Уолт терпел неудачи и чуть ли не голодал. Ему пришлось получить более 300 отказов от инвесторов, прежде чем профинансировали создание Диснейленда. Несмотря на критику, великий режиссер, продюсер и художник продолжал трудиться, создавая легендарную фабрику мультфильмов, которые восхищают по сей день. Мало кому известно, что в начале творческого пути Стивен Кинг работал учителем английского языка. За небольшие гонорары мужчина писал короткие заметки для журналов, так и сводил концы с концами. Когда первый роман «Кэрри» отвергли все издательства, Кинг выбросил рукопись в мусорное ведро. Жена писателя убедила его не сдаваться и продолжать поиски издателя. В итоге роман «Кэрри» был опубликован и разошелся копиями по всему миру. Сегодня Стивен Кинг – известный писатель. Многие фильмы, снятые по его произведениям, признаны лучшими кинолентами всех времен и народов. Стать актером Сильвестр Сталлоне хотел с самого детства, но все шло не так гладко. Сотни попыток пройти кастинг заканчивались неудачей. Он работал вышибалой в ночном клубе и даже чистил клетки в зоопарке. Денег постоянно не хватало. Первые его роли были в «Массовке», дальше не брали. Увиденный боксерский поединок по телевизору дал идею для написания собственного сценария к фильму «Рокки». Сталлоне продал его лишь с одним условием: главная роль должна достаться ему. Фильм завоевал 3 Оскара и принес актеру долгожданную славу. Майкл Джордан – один из самых известных баскетболистов мира. О его достижениях ходят легенды, но так ли просто давался успех Джордану? Оказывается, из школьной баскетбольной команды Майкла выдворили из-за маленького роста и недостатка навыков. Парень, конечно, расстроился, но с еще большим упорством стал тренироваться, чтобы доказать тренеру, что тот не прав. Как результат, на счету Джордана 2 олимпийских золота и 6 титулов чемпиона NBA. 5 раз его называли самым ценным игроком сезона. Обретя известность, Майкл Джордан как-то сказал: «Я терпел неудачи снова и снова, именно поэтому я добился успеха». Опра Уинфри – первая чернокожая женщина-миллиардер, чей путь к славе был очень тернист. Опра выросла в бедной семье, у нее не было даже игрушек. В 9 лет девочку изнасиловали, а в 14 она забеременела. Вскоре после рождения ребенок умер, но жизненные трудности не сломили Опру. Она много читала и погрузилась в учебу. Уже в 17 лет будущая звезда выигрывает конкурс по красноречию и получает грант
поступает на обучение в университете. Далее девушка работает в программе новостей, а в 29 лет становится ведущей утренней программы. Чуть позже она создает собственное шоу Опры Уинфри, с которым и пришла та самая популярность. Полоса неудач могла поставить крест и на карьере известного режиссера Стивена Спилберга. Его дважды не брали в киношколу, отказывая с пометкой «слишком бездарен». Поступив в технический колледж, парень все же снимает на каникулах короткометражный фильм, который замечает компания Universal Pictures. Со Спилбергом заключают контракт и первое время поручают работу над сериалами. Спустя 6 лет он снимает фильм «Челюсти» и просыпается знаменитым. Отныне режиссер берется только за те проекты, которые интересны лично ему. Так появляются «Индиана Джонс», «Парк юрского периода», «Поймай меня, если сможешь» и множество других известных картин, сделавших Спилберга самым кассовым режиссером современности. Стив Джобс во многом определил развитие компьютерных технологий, но его жизнь нельзя назвать простой. Он вырос в приемной семье, биологические родители отказались от мальчика через неделю после рождения. Стив бросил учебу в колледже, так как считал это пустой тратой времени. Первые компьютеры собирались в гараже. Сейчас продукция Apple известна как первоклассный продукт, но были в компании и провальные проекты. Однажды Джобса выгнали с предприятия, которое он же организовал. Только пройдя полосу неудач, создатель Apple вывел корпорацию в лидеры компьютерной индустрии и получил общественное признание.